Казалось бы, 21 год, но мы возвращаемся к истокам, так сказать. Сегодня будет бит 2019 аж года. И на самом деле бит-трек очень неплохой, трек под названием «Каблы». Это означает то, что это каблуки. Это трек исполнителя Pussy Killer. Итак, что же у нас тут есть? На самом деле битос очень-очень простой. Сразу же скажу, как и обычно. Нет, не подписывайся на канал, не ставь лайк. Но в принципе можешь. Но перейдем сразу к основному. Бейс. Это у нас оригинальный трек с вот таким звучанием. Да, все будет запичено, потому что авторские права ютуба, к сожалению или к счастью. Но Элвин и Варандуки, здравствуйте. Ну, в принципе, как я в ролике про фараон, да, отсылка к ролику, про фараон сведения говорил, я сделал практически то же самое же. Мы убрали с тобой оригинал в моно, и наш чистый вокал, ну, а-ля чистый, который был вырезан, мы сделали в сайд. Итак, что же у нас сначала по нашему оригиналу? У нас тут просто Q3. Довольно много частот подрезал, потому что хай-хеты выпирали, все выпирал, и как-то это очень плохо звучало, но не очень хотелось убирать полностью. И именно поэтому созвучно с оригиналом звучит вот так. Как звучит просто вокал? Слышно то, что очень прямо грязно, и еще вот пич придает этой большей грязности, и это не очень прикольно, но если с обработками уже будет менее грязно. И какие обработки мы с тобой сделали? Сразу же говорю, обработки эти делались на обычный незапиченный вокал, то бишь не на Элвин и Барндуки, а на обычный, то бишь с обычным питчем, с обычной тональностью, как в оригинале. Так что обработочки у нас вот такие вот. То бишь мы с тобой срезали 248 Гц, дальше убрали на 3 дБ 1400, на почти 2 дБ 1600 подняли в сайт составляющие. 3700 это у нас минус 2 дБ, 4700 минус 2 дБ, 6500 минус 2 дБ, это все стерео, если что, и вот сайт составляющая еще одна, это 8000 на 2 дБ, плюс-минус. Дальше, фленджер, вот такой вот фленджер, все значения ты видишь. Сразу опять хочу сказать то, что нужно смотреть на микс. Микс у нас подкручен на 16%, хорус вот такими вот параметрами, стерео я немного сам уже докрутил, и микс у него составляет 48%. И теперь давай посмотрим, как это все склеивается. То бишь без склейки. Ну, звучит вообще без обработок не очень хорошо. И для склейки The Glue, Vocal Lead Transfer. Дальше Saturn, Faster Master. Мы опять подрезали с тобой 200 Гц. И диска, потому что у нас сильно выпирает эски. То бишь, ну, понятно, не очень приятно. И вот сейчас это звучит вот таким вот образом. Да, сразу хочу сказать то, что вокал будет немного громче, чем бит. Почему? Потому что авторские права, и я их не хочу получать, так что, к сожалению. Что касаемо мелодии. Я никогда бы не думал, что это сэмпл полубоя, но на самом деле наш автор нашел этот сэмпл, вставил, и он звучит идентично. Именно поэтому как бы прописывать ноты с учетом того, что этот сэмпл просто взяли и вставили в бит, никакого смысла в принципе и нету. Так что это обычный сэмпл, он просто нарезан где-то. То бишь здесь мы нарезали с тобой, вот, для пробежки. Позже какие-то у нас ямы с тобой есть, но все плюс-минус к оригиналу было подведено, и именно поэтому все так звучит. Дальше, что у нас с тобой есть? А у нас с тобой есть кик, давай послушаем, как он звучит. На самом деле хочу обратить внимание на Velocity, и оно очень маленькое. Почему? Потому что я изначально подумал, что это такой ваншот, когда уже сам докручивал, сам допрописывал, и подумал, что это ваншот, и начал его обрабатывать. Обрабатывать я его начал в сэмплере, то бишь я поднял буст, EQ, но в принципе, если инвелоу поднять, то в принципе разницы не будет. Я просто, так сказать, доподнял громкость ту, которая мне нужна. Но это был небольшой минус, который я сделал, такую погрешность, оплошность, но в целом звучит неплохо. И, кстати, насчет автора. Спасибо большое автору Никитке за предоставленный проектик. Я его немножечко, конечно, доработал, но ничего страшного. Все будет клево, и я думаю, что ролик у нас удастся. И, конечно же, ссылочки на автора будут в описании. Дальше, что у нас с тобой есть еще? 808. Давай послушаем, как 808 звучит.
Отлично, на самом деле паттерн очень простой, я думаю, что ты с ним не ошибешься, и обработок на 808 у нас нет никаких, не считая того, что он привязан к пик-контроллеру. То бишь, когда у нас кик ударяет, он постепенно убавляет громкость. На пик-контроллере у нас вот такие вот значения. То бишь, прям до конца я не стал делать. Бейс я чуть-чуть убрал, потому что 800 это слишком громко было для баса. И я подумал, что вот такое вот значение будет очень-очень приемлемым. Дальше у нас с тобой есть перкуссия. Ну, как в оригинале, такая небольшая трещоточка. Сразу хочу отметить, что перкуссия, снейры и вообще средние высокие частотки у нас сделаны на определенном канале под названием Drums. И здесь же опять подрезан у нас 229 Гц. То бишь мы дошли герцовкой до тела. Больше, в принципе, ничего здесь не поменяется. Также хай-хеты. Хай-хеты two steps, в принципе, можно пропустить, потому что они просто неинтересные. Но есть второй паттерн хай-хетов, который звучит вот таким вот образом. У нас с тобой есть пробежечки небольшие, то бишь это и вот это. Дальше, в принципе, ничем не отличается от two steps, не считая того, что некоторые нотки мы с тобой убрали. Снейр пан. Почему пан? Давай посмотрим на его лево-право. И мы сразу с тобой видим, что один отведен в левый канал, другой в правый. И так у нас вот чередуется. Теперь обычный, рабочий. Обычный рабочий ничем не примечательный, опять же, и как бы на нем заострять внимание не очень хочется. Также у нас с тобой происходит небольшой лейеринг, то бишь снейр, вот этот снейр звучит у нас со снэпом. Выглядит все это вот таким вот образом. Довольно неплохо звучит. Такую задумку сделал автор, и я подумал, да блин, ну, звучит в принципе прикольно, и этот бит не должен же похож на 100% как оригинал. Ибо опять, как я говорил, авторские права. Теперь у нас с тобой есть две перкуссии, и она очень-очень специфична, но мне понравилась. В миксе она звучит неплохо. Клево звучит, да? Обычный лейеринг. Из вот такого звука и вот такого. Я думаю, что клево звучит. Дальше. У нас с тобой open head. Обычно open head, он опять же никак не обрабатывался, то бишь у нас есть с тобой на всех ударах только одна обработка. Это подрезание низких частот. Второй open head. Довольно качево звучит, и мне это очень понравилось. Но не совсем качает, и для более жесткого кача нам нужен еще и scratch, который у нас присутствовал в оригинале. Его прям много не надо, но главное, чтобы он был, потому что он больше приближен к оригинальной перкуссии. Я подумал, почему бы не оставить. Я, в принципе, мало что из ударов поменял у оригинального бита, который мне прислали. Я подумал, почему бы и нет, и я оставил, как задумал автор, так я, в принципе, все и удары и оставил, почему бы и нет. Немного докрутив их, немного чуть-чуть обработав, но в целом все то же самое же. Дальше следом у нас с тобой идет крэш. И вот, что касаемо крэша и реверснутого крэша, это обычный крэш, это реверснутый, то здесь уже чуть-чуть по-другому. Здесь уже 115 Гц мы подрезали, потому что крэш может иметь такое неплохое тело, которое, в принципе, может потом как-то повлиять. И я не очень хотел этого, так что сделал вот так. Все в совокупе звучит вот таким вот образом. Я думаю, что звучит неплохо и довольно прикольно, почему бы и нет. И на самом деле обработок тут тоже, ну, катастрофически мало. Единственное, что я и делал в большинстве случаев в этом проекте, это небольшая структура и вокал. Вокал, который просто, ну, звучит ужасно. На самом деле он звучит ужасно. Давай я попробую тебе показать, как полностью трек без питча. Если не получится, то я это вырежу. Если получится, то будет все клево. Я специально сделал потише вокал, чтобы авторские права я все же не получил. Так что, парни, без обиды, еще раз говорю, авторские права это не очень хорошая штука, спасибо, скажем, ютубу, но уж очень хочется показать. Но я хотел бы вам сказать спасибо, что вы смотрите. Я надеюсь, что такими разборами я кому-то помогу, либо же вдохновлю писать биты, писать музыку. Ну а также тем, кто кушает, приятного аппетита. Не забудьте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Ну а я вас всех крепко обнял, всех приподнял и до нового ролика. Чевит. Lil Farah beats.